Привет, ребята! Обустройство моего рабочего пространства продолжается. Сегодня делаю торцовочную каретку для циркулярного станка. Материалом для каретки послужит напольный ламинат из неликвида, купленный в строительном магазине по 50 рублей за доску, и детали моего старого самодельного циркулярного станка. Все никак не кончится. Режу все ламинатины в нужный размер. Размер каретки будет 600 на 630 мм. Толщина ламината 12 мм. Высота перекладин 70 мм. Собственно, это почти те же параметры, которыми обладала моя прежняя торцовочная каретка. Только эта каретка будет слегка модернизирована. В этот раз мне попался ламинат, имеющий видимые швы на стыках. И замки у этого ламината какие-то другие. Но ничего, швы никак не повлияют на работу моей новой торцовочной каретки. Собираю дно каретки на клей ПВА, а швы дополнительно укрепляю секундным клеем. Старый параллельный упор для фрезера я распилил по толщине и по ширине. Из него получится передняя перекладина. Заднюю перекладину я буду изготавливать из двух кусков ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Фанера пилится в размер, шлифуется грубым зерном и склеивается.
Те части перекладин, которые были обработаны инструментом и не имеют ламинированного слоя, я покрываю маслом для дерева. Специально для изготовления этой каретки я купил небольшой лист фторопласта толщиной 10 мм. Этот материал применяется в изготовлении втулок, заменяющих подшипники скольжения. Фторопласт обладает высокой прочностью, износоустойчивостью и малым коэффициентом трения. Одним словом, скользит как сыр по маслу. Установка полозьев из фторопласта ничем не отличается от установки полозьев из дерева или фанеры, только клей к нему липнет неохотно. И вот он, момент истины. Торцовочная каретка скользит, как серфер на волне. Ее можно передвигать одной рукой. Нет, двумя пальцами одной руки. Да что там двумя? Одним пальцем она передвигается без особых усилий. И заметьте, никакого вазелина. Первую, заднюю перекладину, я прикручиваю, выравнивая по кромке ламината. Здесь точность не нужна, так как данная деталь призвана лишь скреплять конструкцию каретки. Сделав центральный пропил, снимаю заднюю перекладину и перехожу к сверлильному станку. Нужно сделать пару соосных отверстий в обеих перекладинах для установки юстировочной штанги. Ведь моя новая каретка должна быть прецизионная, а именно высокоточная. Вновь прикручиваю заднюю перекладину, а переднюю фиксирую с одной стороны на один шуруп. Теперь самый ответственный этап работы – тонкая настройка каретки. Я не буду подробно описывать процесс настройки с помощью винтовой штанги. Если вам интересно, то советую посмотреть видео на канале моего коллеги Олега Крапивина. Олег весьма подробно показывает и рассказывает, как правильно настроить торцовочную каретку.
Каретка настроена. Теперь нужно проверить результат. Распиленная надвое фанерка должна сходиться без зазора, даже после переворота одной из половин. Результат великолепный. Теперь можно фиксировать переднюю перекладину шурупами и снимать штангу. Первой модернизацией моей новой каретки, как вы поняли, является использование второпластовых направляющих. Вторая модернизация заключается в установке алюминиевой направляющей линейки с передвижным регулируемым упором. Линейка довольно точная. На упоре имеется возможность регулировки стрелки визора. После контрольного запила на 50 мм замер показал значение всего на несколько десяток меньше заданного размера. Это хороший показатель. Работа почти закончена. Осталось только сделать карман безопасности. Старый ставить не захотел. Он был выполнен грубо, из массива сосны. Новая деталь будет из березовой фанеры. При пилении детали по упору размер сошелся миллиметр в миллиметр. Но, к сожалению, не обошлось и без проблем. При сверлении отверстия для крепления кармана безопасности я допустил досадную ошибку. Забыл подложить жертвенную подкладку под сверло с обратной стороны детали. В результате получил вырывы волокон. Некрасиво. Но на работу не повлияет. Моя новая торцовочная каретка готова и заступает на трудовую вахту в моей мастерской. Большое спасибо за просмотр. Всего вам доброго и до новых встреч!